Всем привет! Мы прилетели в Улан-Удэ, в Бурятию. Вот. За мной аэропорт Байкал. Отсюда начинается наше небольшое путешествие. Сейчас едем, день останавливаемся в Улан-Удэ и дальше выдвигаемся в эту природную достопримечательность, всемирно известную как Байкал, посмотреть на лед. Разница между Москвой и временем тут 5 часов. На самом деле хочется спать. Жутко не знаю, как надо день как-то себя перебороть. Спать не ложиться, прийти в себя. Вот. Ну и ощутима температура. Минус 27. В Москве было минус 5, когда вылетали. Так что, надеюсь, не замерзнем. Все, ребят, выдвигаемся. В отель заселяться еще рано. Вот, мы быстренько созвонились с человеком на Авито и заказали экскурсию в Илгинский Датсан. Сейчас поедем туда и посмотрим. Вот отправляемся отсюда. Ну вот мы приехали в Илгинский Датсан. Вот, нас ведет Сергей. Он нам немножко рассказывает и историю, и вообще про местных в Улан-Удэ. Ну что ж, мы на территории Илгинского Датсана, центра буддизма России. Монастырь с историей, монастырь, который на сегодняшний день функционирует. У него 8 дуганов. Дуган — это отдельно взятые храмы. Также на сегодняшний день Илгинский Датсан является единственной школой буддийского духовенства, который готовит будущих лам, будущих монахов. Вот корпус, учебный корпус буддийского университета. Но мы там будем делать обход гору, и там поподробнее расскажу про университет. Но путь мы начнем традиционно с обхода. То есть по правилам, как вы говорили, да, по часовой стрелке делаем обход. Да, гору. Он называется гору. Этот обход. Походу солнцем через весь, получается, комплекс. Вот это конец горы, вот этот. Через весь комплекс мы пройдем. Люди знающие приезжают конкретно в Датсан, чтобы посетить ламу-астролога. То есть какой-то вопрос или проблему не знают ответов. Или как там звезды говорят. Что, как сделать это лучше, как правильно сделать. И заходят к ламе-астрологу. Тот уже смотрит конкретно по человеку. Вообще какая ситуация у него в жизни по судьбе в этом году, например. И смотрит, что ему сделать. Так или так лучше сделать. Это два таких уже крупненьких барабана. Вот на этом барабане мы видим, это тибетская письменность. На тибетском, именно на тибетском языке пропечатаны на сегодняшний день все вот эти молитвы, книги, сутры, которые читают ламы. Тибетский язык, тибетскую письменность изучают также студенты буддийского университета с самого первого курса. Как бы это азы. Этот тибетский алфавит, там 30 букв и 4 гласных в день. Проходим и не забываем крутить. Да, эти барабаны тяжелые, но в принципе с усилием, да, крутятся. Идем дальше. На этом барабане мы видим, это старомонгольская письменность. Сверху вниз она пишется и читается, соответственно, так же. Это символы плохо видно. Все должны покрутить, все. Это 8 буддийских символов. Это обязательно. Там есть изображение получше, чтобы вы смогли рассмотреть, что именно входит в эти 8 буддийских символов. Там подробнее расскажу про них дальше. Крутим. Заметили, вот на каждом барабанчике такой вот ящичек да, есть с пробизи для сбора подношений. Да. И замочка. Ага. Вечером монастырь закрывается тогда. За каждым таким ящиком закреплен домик. Домик или определенный конкретный человек. Вечером, значит, когда Датсан закрывается, он выходит с ключиком, открывает ящичек и выгребает все подношения. Ну, чаще всего этим занимаются студенты.
сбором мелочи вот именно. И на эту мелочь они могут там в магазин или в кафе сходить, взять себе какую-нибудь вкусняшку на ужин. Крутим, 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 крутим. И идем дальше. Что барабаны будут различных цветов и исполнений. Где-то вырезано, где-то выковано, где-то нарисовано. А здесь прямо мебельными гвоздиками выбиты мантры. Здесь эта мантра зеленой тары, эта мантра Хумпат, божество Ваджрапани. Это Оманабазанади, божество мудрости, которое... Это у нас Омани Падмехум, мантра Будды сострадания. И Омахум, Омахум, Омахум. Собирательная мантра, которая очищает тело, речь и ум. Видите, есть основные вот эти 5 цветов, которые используются в буддизме. Вот эти хадаки, хадак мы будем подносить Дашададжи Тигулу. Их тоже там 5 цветов. Хадак это такой, наподобие шарфа шелковый такой. Его вот подносят проявить почтение, уважение. Да, вот там находится у нас камень, исполняющий желание. Задача, значит, мы стоим на этой импровизированной линии. Здесь мы концентрируемся на своем желании сокровенном. Закрываем глаза полностью, вытягиваем руку или ну, какую угодно, как удобно. И полностью вслепую, доверяя своему сознанию, идем к камню. Задача попасть прям ладонью в камень. Если такое происходит, желание, скорее всего, исполнится. Если вы ушли влево-вправо, то вам еще не хватает добродетели, чтобы желание исполнилось. Ну, я сейчас попробую пройти. Нужно загадать желание, которое не особо так Сейчас важное. загадаю желание, Скорее всего, не попадешь. не расскажу, передаю камеру оператору. Подсказывать нельзя, да? Не надо подсказывать. Я молчу. Сейчас. Ну, ладно. Прошу. Уже открывай, наверное. Ну, как видите, до желания мне еще далеко. Ну, Есть к хотя чему бы стремиться. В сугробы не Ну, ушел. где-то рядышком, да. Ну, кстати, интересно очень. Пока быстро Приезжай. ползай по прямой, а когда Приезжайте, пробуйте. ползай. Да, могу сказать, что произошло лично по моим ощущениям. Когда затормозил ход, я уже побоялся, что врежусь. Вот, и, видимо, где-то на этом этапе, да, прошел какой-то сбой. И все пошло так, как пошло. Я совсем пойду не туда. Вот. Ничего, у нас вторая попытка. Не вторая, а следующий. Испытуемый. Тормози. Открывай глаза. Не шмогла, но пыталась. Интересно, ребят, попробовать, да, свои возможности. Так что приезжайте и пробуйте.
делаем комплекс для вывешивания флажков удачи. Флажки удачи на бурятском химорин означает. Флажки удачи. Их вывешивают массово с наступлением Нового года по лунному календарю. Когда наступает Новый год, говорится, нужно все обновить. И вывешивая флажок удачи, люди обновляют свою удачу. То есть, как бы заряжают удачу на Новый год. Да. Помимо этого повода, в течение года тоже можно вывешивать химорин. То есть, например, найти работу или вы уже устроились, и чтобы был хороший день, по работе, чтобы все шло хорошо, можно купить, значит, флажок и повешать на удачу. Или в дальнюю дорогу собрались, путешествие, переезд. Вот такие какие-то глобальные изменения в жизни тоже можно взять и повешать флажок удачи. Здесь шикарный вид. Вокруг стало видно горы. Конечно, вид просто шикарный. Ну, вот, Датсун. Металлоконструкция, на которую подавишь. Там, когда ветер, Ну, а мы потихоньку выдвигаемся в сторону Улан-Удэ. если будет время, вот, Вот, зашли мы, покушали в кафешку. Оттуда как раз я снимал то, что мы кушали. И вот вид с улицы на нее. Называется Бузером. В принципе, ну, я бы сказал, что бюджетно достаточно. Можно зайти и покушать. Вот центральная площадь. Вон там где-то башка Ленина находится. Театр. Ну и, соответственно, Бузером. Наконец-то мы зашли пожрать. Ну, тут поесть, тут пожрать, тут поспать. Зашли в кафешку рядом с остановкой Филармония, в принципе, в центре. Бузерум называется. Сделали уже заказ. Вот наш заказик, покажу. Бузы жареные взяли попробовать, обычные бузы, цуюван, кунтуз, ну, чай и морс. Сейчас будем это все пробовать, кушать. Посмотрим, зайдет нам бурятская еда или нет. Вот, принесли нашу еду. Вот, покажу, что и как. Ну, соответственно, начну с простого. Жареные бузы. Выглядит, конечно, шикарно. Бузы вареные. Вот этот цуюван, по-моему, да, называется цуюван. И вот это вот лапша пунтуз. Ну, соответственно, чай с молоком. Молоко с чаем, или молоко с чаем, да, и морс. Будем пробовать. Морс. Домашний, а? Да, морс реально как кисель, но вкусный. Ну, что, начнем? Или, наверное, все-таки попробуем? Да, я уже сразу совершил ошибку. Не совсем. Достаточно вкусно. Реально что-то есть тут вообще с хинкалями, жмантами. Внутри рубленное тесто. Очень вкусный сок. Вкусно. Бузы вкусные. Это тоже. Тут залез в тарелку раньше времени, как обычно. В две уже. Да. Бузы зачет. Так, пробуем цуюван. Да, макароны суховатые. Не знаю, возможно, они такие должны быть. А огурчик все исправляет. По вкусу похоже на жареный лагман. В принципе, вкусно, но сами макароны суховатые. Возможно, здесь так приготовили их. В любом случае, еще в каком-то другом месте их попробуем. Так, а это у нас кунтуз. Кунтуз. Со стеклянной лапшой. Говядина.
Вот она более сочная. Мгм. Да. Это однозначно вкуснее. Но такой сладковатый вкус специфический. Попробовать стоит. Ну и доберемся до жареной бузы, чтобы душ никому не травить. Такой вот еды, но похоже на жареный чебурек. Что-то такое есть. И не такой сочный, как обычная буза, которая на пару приготовлена. Тоже попробуем это еще потом в другом месте, но я думаю, что особо часто я этого заказывать не буду. Все-таки классическая буза обычная, она вкуснее. Идем заселяться в наш отель. Отель называется Бурятия. Вот так вот он выглядит. В принципе, он находится в самом центре. Вот. Мы сюда с утра заезжали, оставляли вещи, рюкзаки, потому что заселение с 2 часов. Вот. Потом ездили в Датсан на экскурсию. Вот. Сейчас идем заселяться. Сколько, кстати, номер обошелся? 2250. Номер нам обошелся на одну ночь 2250. Вот. Так что заходим. Вот так вот выглядит ресепшн. Снимать я дальше не буду. Сейчас мы подойдем. Возьмем наши рюкзаки, карточку от номера и пойдем заселяться. Блин, как я устал от тебя. Что спать хочу. Да, разница всего лишь 5 часов, а чувствуется просто жесть. Рубит прям вообще на ходу. Сейчас будем отдыхать, отдыхать. Опа-на. Вид на двор. Номер 711. Заходим. Заходим. Ну и вот так вот все простенько тут выглядит. 2 кровати. Непонятно, правда, почему 2. Значит, только надо. Телевизор, зеркало, чайник, холодильник. Вот такой вид из окошка. Ну и посмотрим, что у нас есть в санузле. Ну, прихожка, все понятно. Все, что нужно, есть. О, тут целая ванна. Ну, в принципе, вполне себе уютно. Санузел совмещенный. Есть полотенчики. Ванна, раковина. Мыло в мыльницах. Все есть. Ну, в общем, раздеваемся и будем отдыхать. Не удалось нам отдохнуть. Ну, никак. Вышли из отеля. Решили успеть одним днем. Едем на Лысую гору. Это обзорная площадка. Там еще один находится, Датсан. Вот. Постараемся там погулять и снять небольшое видео. Заказали такси. От отеля оно 200 рублей стоит. Так что ждем такси и выдвигаемся. Вот мы добрались до обзорки. И здесь находится Датсан. Не выговорю его название. Прочитаю: Датсан Ринпоче Бакша. Вот. Сейчас мы обязательно тоже сходим там погуляем. Ринпоче Бакша. Ну, белый тигр, конечно, представление у них своеобразное. Выглядит, конечно, интересно. Вид здесь, конечно, шикарный.
Сейчас обязательно позвоним в колокол. Если он стоит и у него нет охранника, и туда можно пройти, в него точно можно позвонить. А? Ну, сразу говорят, что я один. Я не со мной. Я не я. Сейчас будем снимать контент. Как я звоню. Передаю оператору камеру. Не надо делать. Бить не громко, один раз. Так что, пока здесь написано, что можно, но не громко. Я думал, что я не громко. Это я еще не сильно. Да, вот это не громко. А я был громкий. Вот как видите, можно подойти и ударить в колокол. Да, на эту обзорку точно стоит съездить, посмотреть. Сейчас увидите почему. В городе такого точно не видно. Здесь вся арка. То, что он выдал, не развешивать. Вот, и да, это что нам сегодня говорил экскурсовод. Хотят все-таки то ли запретить развешивать на деревья вот эти платки, ленты. Ну, потому что, наверное, просто они похабят деревья, убивают деревья. Выглядит это ужасно. То, что были сегодня в Датсане утром. Блин, я не знаю, они выглядят как на деревьях развешенные, как кладбище какое-то. Ну, здесь они повязаны на такую оградку, на арочку. Здесь это, в принципе, еще смотрится нормально. Ну и вот, в принципе, ради чего сюда стоит приехать. Вот такой вот здесь шикарный вид. Здесь можно пройтись, прогуляться. Повязывать эти ленточки или нет, я вам не знаю, не скажу, честно. Да, вот как выглядит это один пример. Флажки, ленточки. Вот, все дерево убитое. Ну что, ребят, наверное, лучше этим не заниматься. Вешайте на каких-то специально организованных таких, я не знаю, как сказать, копиях, как мы видели, перилах. Да, вид просто шикарнейший. Ладно, все, я в любом случае не сниму все эти прекрасные виды. Сейчас мы пойдем поднимемся к Датсану еще, обойдем его с нескольких сторон. Там несколько видео еще сниму, покажу. А сюда приезжать однозначно стоит. Да, зима тоже очень время красивое для приезда. Ну и летом, я думаю, здесь не хуже. Очень красивая природа. Это вообще классно, на самом деле. Это самое прикольное, что здесь можно делать. Вообще бесконечно. Класс. В детстве не было у меня такой игрушки. Вот, хочу сказать,
еще как добраться до смотровой на Лысой горе, до Датсана. Вот. В принципе, из центра, но он не только по центру ходит, маршрутка 97. На многих остановках останавливается. Цена вопроса 30 рублей на человека. В принципе, и оттуда обратно до центра добраться точно так же можно на ней. Ну, либо вариант вот из центра, что мы ехали в районе там где-то 200 рублей стоит. Занимает время в пути на минут 10. Вот, например, опять же, остановка Филармонии. Практически самый центр. Вон башка Ленина. Вон там. Вот отсюда ходит этот 97-я маршрутка. Вот, ехать тоже недолго. Но народу иногда в нее забивается много. Но, в принципе, это не так критично. Тем более, если ехать туда и на конечной там, по сути, выходить. Вот. Так что приезжайте. И как вам удобно, добирайтесь. Но посетить то место стоит. Обзорка очень симпатичное там место. Вот мы в самом центре. Уже, как сказать, вечереет. Темнеет потихоньку. Время 5 час. И сейчас подойдем еще к одной местной достопримечательности. Памятнику Ленину. Вот. Памятник очень специфический. Потому что вот даже другие, то, что я видел, это либо как-то он в полный рост Ильич, либо бюст с головой. А этот отличается от всех остальных. Причем очень сильно. Не знаю, чем Ильич так угодил или не угодил бурятам. Вот. Но памятник выглядит очень необычно. Ну и в принципе вот мы к нему подошли практически. Это вот такая вот огромная голова. Именно только голова. Я даже не знаю, не головой, это, блин, башкой назвать просто можно. Таких я именно памятников Ильичу не видел. Кстати, если так смотреть на голову вот с этого ракурса, что-то немножко в Ильиче от бурята есть или от монгола. Не знаю, передаст камера или нет. Но вот так есть, и если снизу отсюда смотришь, он даже улыбается, что ли. Да, необычно, необычно. А мы, в принципе, сейчас пройдем еще по центральной площади чуть-чуть. Настало время перекуса. Рядом с нашим отелем есть ресторан. Называется Тенгиз. Но меню достаточно обширное. Можете в интернете посмотреть. Листать меню не буду. В принципе, в интернете неплохие отзывы. Но это ресторан. Если относительно кафешек цены чуть выше среднего, но вполне себе приемлемо. Мы заказали попробовать классические бузы. Бузы с цедрой и апельсина, мандарина и имбирем. Суп фирменный Тенгиз. Я покажу, как он выглядит здесь на картинке. Подача. Это вот это с перемешками корзинка и вот это вот юта с бараниной. Вот. Супчик 750 рублей стоит. Вот принесли первое блюдо. Это фирменный суп Тенгиз. Вот такая вот у него подача. Цена 750 рублей, 600 грамм. Здесь, мне кажется, здесь реально больше. Внутри баранина. Лук. Вот такой вот суп с перемешками. Сейчас буду пробовать и говорить вам, как он на вкус. С бульоном. Вот такие пельмеши. Дурза похоже. Угу.
Пельмешки прикольные, вкусные, сочные. Баранина. Бульончик. Бульон вообще отличный. Да, я рекомендую этот супец попробовать, если вы здесь будете. Не знаю, как вот это есть. Наверное, вилка нужна. Я разломаю ютку, пожалуй. С тестом. Такое вот мясо. Бараньи ребрышки. Вот сейчас я попробую. Мясо нежнейшее. Кстати, баранина не чувствуется вообще. Реально. Вот это блюдо однозначно рекомендую здесь попробовать. Ну так, ребят, принесли бузы. Вот это классика. Вот это ежиком с цедрой мандарина и берем. Будем пробовать. Ну, точнее, я буду пробовать. Не получилось у меня правильно съесть. Все равно полился сок. А внутри рубленное мясо, жир. Да, сладкий привкус цедры. Но не мое. Вкусно, но не мое. Кому нравится вот такое сочетание, зайдет. Ну, теперь попробуем классику. Да, классика внутри выглядит чуть по-другому. Тоже рубленое мясо, но более мельче. Вот это вкусно. Ну, это классика. Сочный, вкусный. Мне нравится. Это черемуховый торт. Черемуховый торт. Ну, пробуй. Говорите. Нежный. Вкусно. Мне нравится. Шоколадность. Ну понятно, там не добьешься. Попробую я кусок отколошматить. Да, интересный вкус, интересный десертик. В принципе, как вариант более чем. Достаточно вкусный, свежий нежный торт. Со вкусом чем сравнить не знаю даже, в принципе. Вот. Да, кстати, чувствуется то ли амаретто, то ли миндальная пропитка какая-то. Ну, прикольный. Десертик бы, в принципе, да, тоже рекомендовал, если любите десерты, заказать, попробовать. Вот, вышли из ресторана Тенгиз. Счет у нас получился на 2000, там 2050 рублей за все эти блюда, что мы попробовали. Да, ресторан, ну, дешевым не назвать, цены выше среднего. Но, что хочу отметить, суп фирменный Тенгиз, который брал, вот однозначно, если вы сюда пойдете, и кто любит баранину, такие супы, в принципе, берите, не пожалеете. Он реально того стоит, и подача интересная, и мясо, сам бульон очень вкусно. По поводу буз. Бузы с мандариновой коркой, условно говоря, и имбирем. Очень на любителя. Лично я второй раз бы их не заказал, но кому нравится такое сочетание, можете взять попробовать. Ну или просто взять попробовать для себя, понравится вам это или нет.
Обычные бузы вполне себе нормальные, но для себя, опять же, мы сделали вывод, что все-таки нам больше близка грузинская кухня. Хинкали, там все-таки специи набор другой, посочнее они. Вот, позы, бузы, в принципе, не наша тема, можно попробовать, но вот, если вы любите, то здесь, да, тоже можно брать спокойно, классические, потому что в них реально рубленное мясо, достаточно крупное. Вот, есть не то, что можно, но, в принципе, даже нужно. И еще хотелось бы отметить пирожное. В принципе, кусочек торта достаточно немаленький. Цена вот за десерт здесь 200 рублей, что очень недорого. И вот непосредственно вот этот черемуховый торт, он реально вкусный. Вот по виду я думал, что мне не зайдет, я не буду его есть. Вот, в принципе, в общем и целом место рекомендую к посещению. Вот, если у вас будет возможность такая, заходите. Ну, суп однозначно. Ну все, ребята, а мы идем гулять дальше.